Всем доброго времени суток. Часто в комментариях спрашивают о том, с чего начать заниматься железнодорожным моделированием. И я постараюсь ответить на эти вопросы. Поехали! Сразу предупреждаю, я далеко не профессионал, и все, что я буду рассказывать, это исключительно мое мнение и мой опыт. Поэтому специалистов прошу не беспокоиться, просто пропустите это видео и не смотрите его. Итак, с чего же начать? Вот мы решили заниматься железнодорожным моделированием. Зачастую мы бежим в ближайший магазин, покупаем самый дешевый стартовый набор, говоря себе, посмотрю, понравится мне или нет, буду я этим заниматься или нет. Так поступать ни в коем случае нельзя. Я бы сравнил данную ситуацию с такой, что хочу ли я кататься на велосипеде. Я бегу в ближайший магазин, покупаю самый дешевый велосипед, катаюсь на нем день-два и понимаю, что он очень тяжелый, педали крутить тяжело, едет он плохо, сиденье трет пятую точку. Безуспешно пытаюсь продать этот велосипед, хотя хлам такой он никому не нужен и спроса до него нет. То же самое и в моделировании. Не надо покупать самый дешевый набор. Лучше купите набор подороже от именитого производителя. Если он вам не понравится, у вас в любом случае шанс продать его гораздо выше, чем шанс продать что-то дешевое будет. Но начинать стоит даже не с покупки стартового набора, а стоит определиться, какую страну и эпоху вы хотели бы собирать. Что касается страны, согласитесь, что какой-нибудь европейский поезд будет нелепо выглядеть на фоне американских небоскребов или американский дизель на фоне австрийских шале. При выборе страны нужно учитывать тот фактор, сможете ли вы купить подвижной состав строения данной страны. Если со строением еще более-менее просто, можно делать и самому что-то, то подвижной состав, как правило, выпускается мелкосерийно, я имею в виду специфический именно, да, который нужно будет опять-таки самому клеить, паять, и нужно ли вам это или нет. Что такое эпоха? Эпоха — это условное деление эволюции развития подвижного состава по времени. В общеевропейской классификации делится на 6 эпох. Первая эпоха — это начало строительства и развития железных дорог, появление множества частных железных дорог, собственным уникальным подвижным составом, начало паровозостроения. Эпоха вторая — это завершение национализации основных европейских железных дорог, стандартизация подвижного состава, начало общеевропейской стандартизации правил и норм эксплуатации железных дорог, начало введения электрической тяги. Третья эпоха — послевоенное восстановление железных дорог, начало разработки и ввода в эксплуатацию тепловозной тяги, расширение сети электрифицированных линий. Четвертая эпоха — время наибольшего прорыва в усовершенствовании локомотивов и локомотивного и вагонного парка, значительное увеличение скоростей движения и грузоперевозок, внедрение международной маркировки подвижного состава. Пятая эпоха — активный ввод в эксплуатацию скоростных линий пассажирского сообщения, начало преобразования государственных железных дорог в акционерное общество, разделение пассажирской и грузовой деятельности железных дорог. Шестая эпоха — в дополнение к традиционным железнодорожным компаниям появление множества побочных, занимающихся перевозкой грузов или пассажиров без собственной инфраструктуры. Значительный рост скоростных линий, в том числе международных, закрытие местных и коротких узкоколейных линий. Америка не была бы Америкой, если бы не придумала что-то свое. В Америке существует всего 3 эпохи. Первая эпоха 1870-1940-е года, эпоха время освоения Дикого Запада, эпоха безраздельного владычества Его Величества паровоза. Вторая эпоха переходная, она очень короткая, буквально с 40-х по 50-е годы прошлого века, когда одновременно ездили и паровозы, и начинали появляться тепловозы. Эта эпоха интересна тем, что на макете могут одновременно находиться лучшие представители как паровозов, так и зарождающихся дизелей. И третья эпоха — это с 60-х годов по настоящее время. Уже дизельная тяга, появление электротяги, но справедливости ради электрифицированных участков в Америке очень мало.
И в основном все-таки дизеля везде присутствуют. Ну что ж, на этом первую часть я, наверное, закончу. У вас будет время подумать о том, какую страну, какую эпоху вы бы хотели собирать, разобраться в этом более детально, посмотреть подвижной состав, вас заинтересовавший. А в следующем видео я расскажу о наиболее популярных масштабах и о том, какой же масштаб все-таки лучше выбрать для себя. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока-пока.